Вот такой прекрасный ужин я сегодня сделал. Котлеты, салат и пюре картошка с брюквой или с редькой. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня на ужин я решил сделать котлеты со свиного и говяжьего фарша. Это обалденно вкусно. И к этому на гарнир я решил сделать пюре из картошки и редьки. Это тоже обалденно вкусно. Мне самому это пюре нравится, и в семье меня любят это пюре. И к этому, что освежающее, решил сделать салат с редиской. В итоге это будет очень вкусно все и питательно тоже. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам даст какую-то идею сделать то же самое или наподобие такого, почему бы и нет. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Так, в первую очередь я почищу редьку, картошку и приготовим все в кастрюле, чтобы варить потом. Итак, картошку я с редькой почистил, залил водой и поставим сейчас на газовую плитку. А теперь мы займемся салатом. У меня получилось так, что не очень много редиски для этого салата. Но я все равно сделаю салат, редиска, помидор, немножко добавлю капусты и чеснока. Будет тоже обалденно вкусно. Когда дети у вас есть, то иногда продукты некоторые пропадают. Ну, то есть, пускай они кушают на здоровье. Я против ничего не имею. Ладно. Сейчас редьку пропустим через терку. Вот и все. Так. Теперь сюда в миску я добавлю сразу же чеснок. Я взял пару зубчиков. Так. Я взял один помидор. Сейчас мы помидор этот меленько порежем тоже. Жопку отрежу. Даст маленькую такую хорошенькую кислинку туда к салату. Так, отправляем это все в миску. И у меня здесь свежая капуста. Конусообразная, она уже вымотана. Сейчас я кусочек отсюда отрежу и отправим. И меленько подшинкуем. Отправим туда салат. Так. И эту часть мы очень меленько сейчас порежем. Перед тем, как ложить сюда в миску, мы сейчас пожмем, чтобы соки она лучше отдавала. Вот так. И теперь мы все отправляем в миску. Так. Сюда мы добавим теперь перец. Немножко подсолим. Совсем чуть-чуть. Так. Зальем подсолнечным маслом у меня. Или можете растительное масло. Теперь как следует все это мы перемешаем. Вот такие красивые краски тоже в этом салате, яркие. Так. Сейчас попробую на вкус. Салат получился обалденно вкусный. И теперь я поставлю в холодильник, пускай немножко постоит, как раз к ужину все ингредиенты пропитаются.
Итак, сейчас займемся фаршем, но перед тем, как займусь фаршем, я еще скажу, что я когда салат замешал, поставил в холодильник, я тогда заметил, что у меня укроп был на столе. Так я быстро укроп тоже нарезал и добавил туда в салат. А теперь займемся нашим фаршем. В первую очередь через блендер я пропущу 3 зубчика чеснока и лук. Как вы видите, у меня уже хлеб замоченный в молоке. Хлеб у меня этот с маком, так как у меня простого хлеба не оказалось, так что вот я с маком пользуюсь. Так, теперь я через блендер это пропускаю. Так, достаточно. И все содержимое с этого мы перенесем в эту миску, где мы будем замешивать наш фарш. Я делаю рукой, у меня рука вымытая, чистая, так что что-то такого. Так. Теперь я сюда добавляю наш фарш. Здесь, в общем, 250 грамм свиного и 250 говяжьего фарша там. Так. Сюда добавляю 1 яйцо. И хлеб. Сейчас я хлеб отсюда. Вот так. Как вам сказал, что у меня хлеб с маком оказался дома, другого не оказалось. Но пользуемся тем, что у меня дома есть. Теперь добавлю немного сюда перца молотого. Подсолю немного. Но я делаю на глаз. Еще чуть-чуть. Вот. На глаз или на интуицию. И перемешаем как следует теперь. Итак, теперь фарш я пускай минут 5-10 так постоит, перед тем, как мы займемся налепкой наших котлет. Итак, пора теперь лепить наши котлеты. Я буду лепить, все складывать на донышко. Я предпочитаю ложкой, намного удобнее брать фарш и смотреть количество фарша, сколько я беру, что тогда котлеты получатся одного размера примерно. Когда вы лепите котлеты, обязательно мочите руки. Вот такие котлетки я делаю и складываю сюда на донышко, на доску и тогда будет легче все сложить туда на сковородку. Потому что я раньше рукой брал, но, честно говоря, у меня котлеты получались разного размера. А ложкой намного удобнее брать, и видно количество фарша, сколько я беру, и тогда котлеты более-менее одного размера получаются. Вот и все. Так что у меня получилось здесь 13 котлет. Итак, здесь у меня здоровая такая сковородка специально для котлет. Сейчас я залью туда масло. Я пользуюсь всегда постным маслом. Сейчас включаем газ, немножко масла у нас разогреется сковородка и начнем жарить. Масло у меня разогрелось, я смотрю, и теперь я буду ложить все котлеты наши. Как я вам сказал, все котлеты могут не поместиться сразу на сковородку, но во время жарки они уменьшаются в размере. Так что у меня осталось еще 2 котлеты, но как немножко ужарится, тогда мы будем добавлять постепенно. И теперь мы встретимся, как все котлеты я пожарю. Итак, картошка с редькой или брюквой у меня сейчас сварилась. Сейчас отцедил я воду. И теперь мы туда добавим все обычные составляющие для пюре. Я добавляю всегда
масло. Вот так. Перец молотый. Соль. Соль добавляю всегда по вкусу. Я немножко сейчас добавлю, потом посмотрю, еще, может быть, добавлю. Я всегда добавляю сливки холодные. Все, это жирные сливки здесь. Так. Посмотрим, если надо, то еще добавим. И так будем толочь, пока у нас хорошее пюре не получится. Итак, пюрешка у меня получилась. Сейчас накроем, и минут через 15-20 моя семья садится за ужин. Тогда я вам покажу, как будет красиво все это на тарелочке выглядеть. Вот такой обалденный ужин у меня получился. Честно говоря, аж слюнки текут. Итак, сегодня я с вами поделился еще одной аппетитной идеей для ужина или для обеда. Простые котлетки я сделал, а к этому я сделал немножко необычное пюре. Картошка с редькой или с брюквой. Это обалденно вкусно. И, конечно, к этому уже я сделал освежающий салатик, редиска, капуста и томат. Все обалденно вкусно. Я заканчиваю это видео. Моя семья садится за ужин теперь. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья. Всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.